Вот это самые вкусные котлеты, которые вы можете себе представить, потому что так готовили наши мамы и бабушки, все на глаз с огромной любовью. По этому рецепту котлеты получаются нежные, сочные, пышные, и сейчас я вам это докажу. Все, что нужно для этих котлет, вы видите у меня на столе. Ну, еще соль и перец. Ничего не может быть проще. Я взяла говяжий фарш, но никто не сказал, что нельзя добавить туда свиной. Если любите, добавляйте. Моя мама всегда добавляет в фарш хлебные крошки. И не для того, чтобы сделать количество больше, хотя возможно и для этого тоже. Но хлебные крошки хорошо задерживают жидкость. И это делает котлеты мягкими, пышными и сочными. Хлебных крошек я взяла половину от объема фарша. Обратите внимание, не от веса, а именно от объема. Если собрать вот эти хлебные крошки вот в такой же прямоугольник, то получится примерно столько же, сколько вот здесь фарша в одной вот такой упаковке. Из специй я взяла только лук и чеснок. Его можно прокрутить через мясорубку, которой у меня нет, поэтому я воспользуюсь блендером. В блендер добавляю холодную воду. Воды я возьму примерно 15-20% от веса фарша, ну или скажем так, на глаз. Воду в блендер добавляю только для того, чтобы легче было прокрутить специи. Вот и все. Мои дети не любят кусочки лука в фарше. Если вашим это все равно, то можете просто порезать лук очень мелко руками. Выкладываю перебитый лук и чеснок на хлеб. Вот скажите мне, ваши мамы или бабушки добавляли в котлеты орегано или майоран или смесь итальянских трав? Мои никогда. Сюда же добавляю яйцо и слегка размешаю, чтобы все хлебные крошки были хорошо покрыты жидкостью. Вот и все. Получилась вот такая кашица, которую я сейчас посолю, добавлю черный перец и немножко горчицы. У меня баночка почти пустая, но я думаю, что чайная ложечка наберется. Вот смотрите, вот так. Примерно у меня так и получилось. 1 чайная ложка. Теперь переложу сюда фарш. И все хорошенечко размешаю. Фарш нужно хорошенечко вымешать, чтобы не осталось ни комочков, ни кусочков, чтобы все специи, мясо, хлебные крошки хорошенечко смешались. Когда я была маленькая, я никогда не видела, чтобы фарш отбивали. Можете отбить, говорят, так котлеты не распадаются, но они и без отбивания не распадутся. Это я вам гарантирую. Вот в этой чашке у меня 150 мл воды. Это просто, чтобы вы знали, сколько жидкости я добавляю. Но добавлять ее, конечно, нужно на глаз. Если фарш у вас достаточно сухой, как вот у меня, например, то можете добавить еще воды. У меня прямо напрашивается добавить чуть больше перца и воды. Я вымешиваю фарш не менее 5 минут. Вот и все. Я вымешивала фарш минут 6-7.
Вот такой консистенции он получается. Посмотрите, не очень жидкий, ну, достаточно такой, знаете, нежный и мягкий. Теперь фаршу нужно постоять минут 5. Соль за это время растворится. Его нужно будет попробовать, досолить, доперчить, если необходимо. Вот и все. Фарш готов. Нужно добавить еще немножко соли. Мне совсем не посолено. И перчика. Вообще мало. Такая птичка на улице стрекочет. Громко. Еще раз хорошенечко перемешиваем. И можно приступать к приготовлению котлет. Котлеты я всегда обваливаю в муке. Можете взять рисовую, можете взять овсяные хлопья, все, что хотите. Но я считаю, что вот такие котлеты самые-самые вкусные. Размер и форма только зависит от вас. Включаю сковородку и начну обжаривать котлетки на среднем огне. Как только на котлетках появится вот такая корочка, я выкладываю их на тарелку. Ну вот, друзья, две последние котлетки я переворачиваю. И теперь аккуратненько выкладываю котлеты обратно в сковородку. Вот так, не обжаренной стороной, той стороной, которая бледнее, выкладываю ее вниз. Если мало масла, можете чуть-чуть добавить. Весь сок и жир сливаю обратно в сковородку. Плотно накрываю крышкой, убавляю огонь до самого низкого, так, чтобы котлеты слегка жарились. У меня это 2,5, даже может быть 2 из 9. И оставлю котлеты доходить до готовности примерно минут на 20. Потом встретимся. Не обращая внимания на забрызганную плиту, посмотрите на котлетки. Посмотрите, какие они становятся пышные в процессе приготовления. Посмотрите на эти котлетки. Посмотрите, сколько в них сока. Вот как вам показать поближе? Прям покажу руками.
Посмотрите, какие они нежные. Вот, видите? И сочные. Это просто мечта. С пюрешкой самое то.